Уважаемые коллеги, добрый день. Здравствуйте. Мы собрались в преддверии Дня российской науки. Прежде всего поздравляю вас, всех ученых страны, исследовательские коллективы, технологические команды с этим праздником. Желаю успешной, результативной работы на благо России и всего нашего народа. О том, как повысить роль науки в решении национальных задач, подробно обсуждалось на прошлом заседании нашего Совета. А сегодня в повестке дня вопросы технического образования. Подготовка инженерных кадров, квалифицированных рабочих по приоритетным для России направлениям научно-технологического развития, в котором запускаются новые национальные проекты технологического лидерства. В конце прошлого года было дано поручение правительству, Российской академии наук, их значительно расширить эти вопросы, добавить дополнительные мероприятия с тем, чтобы обеспечить не просто самодостаточность страны в важнейших отраслях, а превосходство отечественных наукоемких технологий и продукции в жизненно важных сферах. Повторю, цель поставлена предельно конкретно. В области технологического развития России должна быть конкурентоспособна, Россия должна быть конкурентоспособна по ключевым направлениям. Для этого нам нужны специалисты, способные генерировать уникальные решения, в том числе для новых, только формирующихся индустрий, готовые использовать передовые методы проектирования и конструирования. Добавлю, что рабочие профессии в промышленности и многих других отраслях также требуют сегодня знания сложнейших технологических систем, инженерных компетенций. Подготовить такие кадры – одна из важнейших задач для всех уровней образования. Хочу особо подчеркнуть, все последние годы мы системно занимались развитием школ, колледжей, вузов, но и ситуация в экономике, в глобальной конкуренции быстро меняется. С учетом острого, чувствительного для предприятия дефицита кадров нужно уже сейчас предпринимать нестандартные, а зачастую и экстраординарные шаги. Здесь действительно важно участие всего профессионального сообщества. Поэтому для подготовки содержательной повестки нашего Совета была создана межведомственная рабочая группа, куда вошли представители ведущих школ, вузов, научных институтов, субъектов федерации и бизнеса. Рассчитываю, что коллеги продолжат и далее отслеживать ситуацию с обучением инженерных кадров и готовить свои предложения по этим направлениям. В том числе необходимо настраивать действующие, создавать новые механизмы сотрудничества регионов, систем образования, отечественных компаний и предприятий. Важно наладить постоянный обмен наиболее эффективными практиками. И прежде всего речь о шагах по созданию единой сквозной системы подготовки технических кадров от школы до университета. Такой позитивный, востребованный опыт есть у значительной части регионов с высокой концентрацией промышленности. Надо его активно распространять. Что еще считаю важным? Помимо решения задач сегодняшнего дня, ближайшего будущего, нужно формировать задел в компетенциях на годы вперед, чтобы нынешние школьники, студенты, аспиранты, да и наши учреждения, школы, колледжи, вузы и через 15-20 лет были готовы отвечать на вызовы времени, бурных технологических изменений, были среди лучших в глобальной конкуренции. Это требование нужно обязательно закладывать в логику наших действий, ставить такую задачу при разработке новой стратегии развития образования до 2040 года. И еще один базовый подход в соответствии с отечественными традициями, лучшими мировыми практиками, которые доказывают свою эффективность, наше техническое образование должно быть прежде всего фундаментальным. А необходимая база знаний математики и естественных наук формируется именно в школе, причем уже в 5-9 классах. Эксперты считают, что это важнейший период для подготовки будущих специалистов. Уровень преподавания этих дисциплин должен быть высоким, не в отдельно взятых учебных заведениях, школах-лидерах, а по всей стране. Для этого, как уже не раз говорилось, нужно увеличивать
численность учителей-предметников, повышать качество их подготовки. Важно, чтобы математика, естественно-научные дисциплины увлекали молодых людей, увлекали ребят. Сейчас же многие из них зачастую уже в самом начале обучения теряют интерес к таким предметам. Но это, конечно, не значит, что у ребят у наших нет соответствующих талантов, способности освоить эти знания. Одна из причин, как говорят сами педагоги, в содержании программ начальной и основной школы. Нужно комплексно обновить программы по математике и естественно-научным дисциплинам, сбалансировать объем учебного материала, сделать его доступным, понятным и, что самое главное, интересным для школьника. Прошу заняться решением этих задач Российскую академию наук, Российскую академию образования, ведущие отечественные образовательные и научные организации. Уважаемые коллеги, за последние годы был принят ряд системных решений, направленных на повышение качества профессиональной подготовки инженеров и рабочих. В этом году заканчивается экспериментальная часть проекта «Профессионалитет», который с 2022 года реализуется на принципах тесной кооперации учреждений образования и предприятий ключевых секторов экономики. Такую модель организации среднего профессионального образования с обязательным участием бизнеса считаю необходимым закрепить законодательно. Тем более, что этот проект серьезно расширяется, распространяется на новые отрасли. К концу 2026 года в нем будут участвовать колледжи и техникумы из всех регионов России. А к 2030 году по модели «Профессионалитет» будет учиться 2 миллиона студентов. Что касается подготовки специалистов с высшим образованием, в 2023 году было принято решение для всех направлений предложить разные сроки обучения в зависимости от конкретной профессии, отрасли, запросов рынка труда, обеспечив при этом получение полноценного, завершенного высшего образования. Безусловно, такие преобразования должны быть наполнены реальным содержанием. Для этого, с учетом стремительного технологического развития, нужно серьезно переосмыслить наполнение учебных программ, сами механизмы обучения, а также объемы и структуру подготовки кадров, в том числе, конечно, о чем мы сейчас и говорим, инженерных. Правительство вместе с регионами и работодателями составлен 5-летний прогноз потребностей в кадрах на уровне всей экономики. Сделано это в разрезе конкретных территорий, отраслей и профессий. Работа проведена большая, но это только начало. Сейчас нужно конкретно определить дополнительную потребность в кадрах для решения задач именно технологического лидерства, для реализации соответствующих нас проектов. Расширить, дополнить прогноз, а затем с его использованием определить параметры государственного заказа для колледжей и вузов. Такую работу, как договаривались, будем проводить на ежегодной основе. Важно, чтобы бюджетные места по инженерным специальностям не растворялись в общей массе, а распределялись строго под задачи производств и отраслей, в том числе тех, которые будут создаваться с нуля в рамках нацпроектов технологического лидерства. Поэтому в короткие сроки надо выстроить все механизмы распределения так называемых контрольных цифр приема, довести их до конкретных учебных заведений. В первую очередь бюджетные места должны получать вузы и колледжи с высокими результатами по подготовке кадров, то есть лидеры. А это прежде всего достойная заработная плата и плата выпускников и трудоустройство их по специальности. Необходимо должным образом настроить и всю организацию образовательного процесса в высшей школе. Существенно на порядок увеличить долю практического обучения современным инструментам проектирования, конструирования, которые уже используются на конкретных предприятиях. Одновременно следует убрать устаревшие, порой просто архаичные курсы, программы, не отвечающие потребностям экономики. Кстати, это одна из ключевых причин, по которой ребята теряют интерес к будущей профессии, а порой вообще бросают обучение. Причем на некоторых инженерных направлениях с незаконченным высшим образованием остаются до 40% учащихся. Эти данные
думаю, вы согласитесь со мной, говорят о многом. И в том числе попросту обнуляют все наше планирование объемов подготовки кадров, о котором уже только что я говорил. Я прошу Министерство науки и высшего образования представить предложение по изменению сложившихся ситуаций. И еще, совмещение учебы и работы сейчас становится нормой для большого количества студентов. Стремление молодых людей самостоятельно встать на ноги, попробовать себя в реальном производственном процессе, безусловно, заслуживает уважения и, конечно, всемирной поддержки. В этой связи два предложения. Прежде всего, считаю необходимым вводить индивидуальные учебные планы для студентов, работающих по будущей специальности. И использовать гибридные формы обучения, которые, подчеркну, не должны сказываться на основательности, фундаментальности образования. Разумеется, не в ущерб качеству. Также предлагаю при разработке нормативной базы новой модели отечественной высшей школы предусмотреть возможность поэтапного профессионального образования. Это означает, что при завершении определенного цикла студент вправе пройти аттестацию с присвоением ему определенной квалификации. При желании пойти работать, а затем продолжить обучение по программам базового или специализированного высшего образования. Такие же возможности должны быть и у выпускников техникумов, колледжей, которые захотят стать инженерами, получить высшее образование в будущем. В целом, надо создавать условия для постоянного наращивания компетенций рабочих, инженеров и, конечно, самих преподавателей технических дисциплин. Технологии, оборудование, станки, программное обеспечение быстро развиваются, обновляются. В том числе появляются конкурентные отечественные решения и системы. По оценкам экспертов, в повышении квалификации нуждаются от трети до половины уже работающих инженеров и техников. В этой связи жду конкретных предложений по обновлению, общественному, существенному, повышению качества и охвата дополнительного профессионального образования. Давайте поговорим по всем этим вопросам, если есть что-то, о чем вы хотели бы поговорить дополнительно, пожалуйста, у нас открытая дискуссия. Слово представителю межведомственной рабочей группы и члену Совета по науке и образованию, генеральному директору группы компании «Геоскан» Павлу Викторовичу Степанову. Пожалуйста, Павел Викторович. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, ключевая роль в обеспечении технологического лидерства России, безусловно, принадлежит образованию, в первую очередь в области инженерных и технических наук. 100 лет назад наша страна уже переживала бум интереса к науке и технике, и юный Королев, Келдыш, Черток и многие другие великие конструкторы, по сути, создавали целые отрасли промышленности, развивали флот, машиностроение, космос, авиацию. Что их мотивировало, что подпитывало их интересы, их мечты? Я думаю, что дело было в сверхзадачах, которые на тот момент стояли перед страной. Считаю, что и сейчас нам нужно именно так формулировать цели развития инженерного образования. Этот вызов о сверхзадачах должен быть понятен нашей молодежи и заложен в основу национальных проектов. Я работаю в компании, которая занимается производством и разработкой беспилотных летательных аппаратов, а также малых космических спутников. И на задачи развития инженерного образования и образования в целом я смотрю не со стороны поставщика, хотя сам закончил сильный инженерный вуз, а со стороны заказчика, причем крайне заинтересованно в квалифицированных кадрах. Главная ценность таких компаний, как наша, и главное, что нам нужно для развития, это люди. Это талантливые инженеры. Нам нужны самые разные специальности. Это физики, математики, электронщики, программисты, конструкторы. И все они должны быть очень знающими и ответственными, потому что если хотя бы один инженер ошибется, то спутник на орбите уже не починить, не исправить, и он не заработает. Задача привлечения инженерных кадров актуальна для каждого работодателя, и заниматься этим, безусловно, необходимо с самых ранних лет, со школьной скамьи. Именно поэтому я всегда считал для себя важным заниматься общественной деятельностью. Уже более 3 лет в составе движения первых по совместительству я занимаюсь популяризацией науки и технологий в среде школьников и студентов. Решением Президиума Совета при Президенте по науке и образованию создана рабочая группа по развитию инженерного образования. В состав группы вошли представители бизнеса, научного и образовательного сообществ.
Группа отработала фактически год, и с учетом мнения коллег я хотел бы представить вашему вниманию основные предложения по совершенствованию инженерного образования в нашей стране. Но вначале хочу сказать о тех ключевых проблемах, которые мы выявили, и акцентировать внимание на тех из них, которые появились в последние годы, с учетом быстрого, стремительного технологического развития во всем мире. Во-первых, это, безусловно, дефицит инженерно-технических кадров, особенно кадров высшей квалификации, необходимой для технологического прорыва страны, а также недостаточное соответствие компетенций выпускников инженерных направлений потребностям современных производственных компаний. Во-вторых, это недостаточный уровень подготовки абитуриентов по физике и математике и, как следствие, снижение мотивации молодежи на получение инженерного образования. Для решения этих задач и повышения качества математического и инженерного образования, а также проведения профориентационной работы в инженерной среде, в том числе по результатам обсуждения в нашей рабочей группе и на заседании Президиума Совета, в конце прошлого года правительством утвержден отдельный комплексный план. Со своей стороны, рабочая группа считает необходимым отметить и предложить следующие решения. Первое – это навигация школьников и студентов на рынке труда. Очевидно, что начинать полноценную профориентационную работу необходимо на этапе школьного обучения, поддерживая ребят в выборе профессионального будущего. В связи с этим движение первых, объединив усилия с Курчатовским институтом, Сириусом, Росмолодежью, Координационным советом по науке при президенте, планирует запустить в 2025 году новый всероссийский проект «Первый в науке» – площадку для подготовки и реализации возможностей инженеров и исследователей завтрашнего дня. Его целью является формирование единой системы научных проектов и образовательных материалов, направленных на популяризацию исследовательской деятельности у детей и молодежи, которая объединила бы всех ключевых участников, включая все профильные министерства и ведомства. Далее, для абитуриентов сейчас нет единой точки входа для профориентации в течение всего года до подачи заявления в ВУЗ. С нашей стороны мы предлагаем информировать будущих выпускников о кадровой потребности, возможностях и условиях трудоустройства с использованием ресурсов суперсервиса поступления в ВУЗ онлайн, а также портала «Работа в России». Предлагаем обновить работу центров карьеры при вузах, в том числе с учетом опыта по модернизации центров занятости, который проводит Минтруд России. Дать возможность работодателям информировать студентов о вариантах трудоустройства, предлагать прохождение практик по специальности. Считаю, что в этих центрах студенты должны иметь возможность посмотреть историю успеха выпускников, а также увидеть лучшие продукты, которые были ими созданы. А таких примеров у нас на практике достаточно много. Важно настроить максимально прямое взаимодействие студентов и будущих работодателей. Эффективным инструментом работы по развитию инженерного образования являются форматы как взрослых, так и студенческих конструкторских бюро, создаваемых вузами и предусматривающих непосредственное вовлечение в решение производственных задач на предприятиях. Мы такую практику внедряем, она показывает очень высокие эффективные результаты. Один из запросов молодежи является, безусловно, занятость в период обучения, и совмещение работы становится нормой для большинства студентов, а при правильной организации этого процесса дает преимущество при трудоустройстве после выпуска, имея и получая необходимые навыки. Необходимо выработать механику такого совмещения студентам работы и обучения по прикладному профилю. Считаем также полезным стимулировать взаимодействие технических вузов и технологических компаний, которые ставят студентам тематики курсовых и дипломных работ. Второе – это совершенствование содержания инженерного образования. Необходима современная непрерывная корректировка учебных программ в соответствии с темпами развития технологий и кадровых потребностей промышленных компаний. Такая работа ведется в колледжах участников федерального проекта «Профессионалитет», благодаря которому компании получают доступ к студентам-выпускникам, подготовленным под ключ. Также предлагаем рассмотреть практику создания методических площадок в технических вузах и с участием заинтересованных работодателей для разработки, сборки и обновления учебно-методической документации по специализированным дисциплинам. Третье. Регулирование дополнительного профессионального образования. В нашей стране есть практика регулярного повышения квалификации в сфере медицины. И пока отсутствует такой опыт в инженерном направлении. Технологии развиваются очень быстро, поэтому полученные навыки и знания также быстро устаревают и требуют обновления. Наши врачи в этом плане могут стать хорошим примером для наших инженеров. Готовность учиться и развиваться является одним из эффективных и нужных качеств настоящих профессионалов. Необходимо пакетное предоставление предприятиям услуг по повышению квалификации инженерных кадров, в том числе на базе колледжей, профильных университетов, передовых инженерных школ и инжиниринговых центров при вузах. При этом единым связующим звеном решения задач инженерной сферы и ее обеспечения востребованными кадрами должна стать актуализация действующих и создание новых инструментов кооперации
промышленности, научных институтов и университетов. Наука, безусловно, должна находить свое применение в производстве и экономике, и наиболее подходящим для данного взаимодействия площадками могут стать передовые инженерные школы. С учетом дальнейшего усиления их деятельности, роли промышленности компаний, как квалифицированных заказчиков, это также, безусловно, дает колоссальные эффекты как для образования, так и для промышленности. Четвертое. Сквозное взаимодействие школа, колледж, вуз, работодатель. В местах сосредоточения физмат-школ, технических вузов, а также государственных и частных высокотехнологичных компаний предлагаем развивать научно-образовательные кластеры, центры, обеспечивающие практическое взаимодействие учащихся и инженеров. Выработать методологию и предоставить необходимую для этого уже часто созданную, в том числе в рамках других проектов, инфраструктуру. Это позволит школьникам увидеть, где в России делается хай-тек, студентам получить практические навыки инженерной работы в период обучения, а компаниям замотивированных и заранее подготовленных специалистов. Внедрение такой практики предлагаем рассмотреть в Москве, Санкт-Петербурге, Перми, Новосибирске, Казани и Красноярске. За последние годы в нашей стране для развития инженерного образования уже сделано достаточно много. Важно учитывать лучшие практики и использовать их при создании новых инструментов поддержки. Завершая, пятое. Рост престижа инженерного труда. Предлагаем развивать практику содержательной и финансовой поддержки школ и вузов со стороны сообществ выпускников. У нас очень много успешных предпринимателей и руководителей, желающих вкладываться в развитие собственных школ и альма-матер. Многие российские компании инициативно уже начали этим заниматься, поддерживая вузы и школы, откуда к ним приходят лучшие специалисты. Пришло время бизнесу вкладываться в развитие отечественного образования. Также хорошим примером развития научно-технической и инженерной деятельности молодежи является практика посевной грантовой поддержки со стороны Фонда содействия инновациям. Такая поддержка государства дает начинающему инженеру шанс реализовать свою идею, и именно с такого гранта когда-то 14 лет началась история нашей технологической компании. Кроме того, для восстановления престижа профессии предлагаем стимулировать выплату инженерам роялти процентов от продаж за разработку уникальных серийных технологических продуктов. Уважаемые коллеги, в современном мире наступает эпоха борьбы технологий и производств, а также скорости их внедрения. В этой борьбе победит тот, кто разработает уникальные решения и обеспечит их быстрое, массовое, экономически эффективное производство. Это означает, что одной из главных движущих сил развития страны становится талантливый, работоспособный и патриотичный инженер и ученый. Доклад закончил. Спасибо. Спасибо большое. Я думаю, что эпоха этих новых технологий давно наступила. Нам нужно, понимая это, двигаться как можно быстрее вперед. Лихачев, пожалуйста, Алексей Евгеньевич. Спасибо большое. Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, участники заседания Совета. В первых словах хотел бы поддержать, Владимир Владимирович, основные положения вашего вступительного слова. Они действительно, в каком-то смысле являются итогом проделанной нами работы по подготовке данного заседания, и большинство волнующих нас проблем вы уже отразили. Хотелось бы на некоторых из них остановиться особо. Для нас кадровый ответ для достижения технологического суверенитета носит особый вызов, поскольку большинство наших производственных мощностей и кадровых потребностей находится в атомных городах. Фактически сегодня мы создали дорогу с двусторонним движением. С одной стороны, через производственные практики, вовлечение школьников, студентов в нашу повестку, приводим их к нам и сами приходим в школы и вузы через наблюдательные попечительские советы, создание профильных кафедр и преподавания. Фактически мы используем принцип тянущей производственной системы, бережливых технологий в образовании, которая начинается с оценки наших долгосрочных кадровых потребностей и реализуется в линейке детский сад, школа, колледж, вуз, предприятие. Работу выстраиваем совместно с федеральными партнерами, Сириусом, проектами Росмолодежи, Движением Первых. Конечно же, ведем работу и с профессиональными социальными сообществами. Особое внимание на этом этапе уделяем учителям и родителям. Созданы сообщества «Учитель» для Росатома и «Родительская лига». Сегодня семья, близкие и учителя в наибольшей степени влияют на выбор будущей профессии. Владимир Владимирович, не зря мы не оговариваемся, говорим о важности работы уже в детских садах. Существует целый ряд методик через разного рода игры, головоломки, задания.
выделить наиболее склонных к техническим специальностям детей и дальше их патронировать в младших, средних и старших классах и привести за руку в соответствующие учебные заведения. Проводим конкурс для учителей естественно-научных дисциплин «Исток». У нас уже 1000 участников, сотни лауреатов. Тиражирование лучших практик педагогики сложились в отдельное педагогическое сообщество. Мы разработали для учителей физики программу переподготовки на базе Национального центра физики и математики в Сарове совместно с МГУ, МИФИем, ФТИ и центром МАШУК. Ведем работу в части среднего специального образования, безоговорочно поддерживаем идею о переводе в системную работу проекта «Профессионалитет». Сейчас у нас 11 колледжей в атомных городах и более 2000 студентов являются участниками этого действительно важного проекта, нового проекта. Работаем и благодарны за это Минпросвещения. Конечно, ключевой элемент работы с вузами. У нас хорошо известный консорциум из 20 опорных вузов во главе с МИФИ. Еще более 10 вузов, не только российские и зарубежные, являются вузами-партнерами. С каждым из них есть отдельная программа подготовки кадров, со многими еще и программа научных исследований в интересах Росатома. Тоже назвал бы передовые инженерные школы одной из лучших новаций последних лет. Только в первой волне 10 пишей создано при непосредственном участии Росатома, благодарны в том числе и за эту инициативу Министерству образования и науки. Владимир Владимирович, вы знаете о наших разработках, о новых научно-образовательных центрах. Это особая образовательная модель. Объединение образования столичного уровня с практической работой в наших городах, на предприятии и приобщении ребят не только к знаниям, к технологиям, но и к корпоративной культуре и ценностям Росатома. Я имею в виду, в первую очередь, НЦФМ с образовательным ядром МГУ Саров, Новый Снежинск, где практически у нас кампус магистратуры для лучших уральских и сибирских вузов, и международный образовательный центр в Обнинске, Обнинсктех. Здесь, конечно, кроме задачи подготовки высокого уровня зарубежных специалистов, мы решаем задачу формирования в странах-партнеров дружественных нам элит. Владимир Владимирович, у нас есть сегодняшний день хорошие результаты, мы бы никогда одни с этим не справились, поэтому и вам спасибо за то, что поддерживали наши инициативы, и, конечно, Андрею Александровичу Фурсенко, Валерию Николаевичу Фалькову, Виктору Антоновичу Садовничему, всем, кто вовлечен в эту работу с высшими учебными заведениями. В качестве предложений просил бы поддержать следующие инициативы. Не только изменить принципы подхода формирования КЦП, но и выстроить в полном соответствии их с проектами научно-технологического развития, нацпроектами. Как госкорпорация, которая отвечает за значимое количество нацпроектов и имеет кадровые горизонты планирования десятилетий вперед, мы готовы выступить в качестве одного из пилотов. И отдельно просили бы поддержать наши флагманские образовательные проекты, такие как НЦФМ, Новый Снежинск. Именно в них мы уже реализуем в том числе индивидуальные программы и учебные планы, непосредственно с первых дней вовлекая ребят в работу на лучших исследовательских установках, как в Сарове, так и в Снежинске. Хотелось бы сформировать отдельную программу под кураторством Министерства образования для решения подобных задач. Вторая задача – это педагогические кадры. На наш взгляд, нужно сформировать комплексную программу усиления физического, математического и вообще, естественно, научного образования в школах, зато наукоградах, в моногородах. Включить в нее уже все действующие проекты Минпросвещения, земский учитель, целевое обучение в педвузах, ремонты школ, оснащение классов и многое-многое другое. А также, я честно скажу, основываясь на своей памяти, как это было в советские времена, сделать стажировки в школах обязательной частью образовательного процесса для студентов старших курсов педвузов, привлекать на работу в школу по совместительству молодых инженеров, которые смогли бы получить дополнительную педагогическую квалификацию. И, конечно же, вот эта востребованность преподавателей, современных преподавателей естественных наук на сегодняшний день крайне высокая в стране вообще, в наших городах отдельным образом. Ну и, конечно же, международный аспект.
то технологическое лидерство, которого добивается Россия, Росатом в атомной сфере, задача, которая стоит перед страной в целом, подразумевает и лидерство в образовании. Наша система образования должна развиваться не только в интересах страны, но и быть конкурентной и востребованной на мировом уровне. За основу можно взять много практик. Мы предлагаем наш флагманский проект Обнинсктех, который действительно сегодня становится самой привлекательной точкой ядерного образования на планете. И действительно, к нему высок интерес не только с точки зрения ядерных технологий, но и с точки зрения образования зарубежной молодежи вообще. И, конечно же, нам бы тоже хотелось, чтобы этот проект имел определенный патронаж правительства как с точки зрения развития материальной базы, так и укрепления международного сотрудничества. А так хотел бы сказать, что рабочая группа провела большую работу с подавляющим количеством предложений. Мы согласны и поддерживаем в результате работы наших коллег, но просили бы вышеперечисленные темы также принять в разработку при формировании вашего проекта поручений. Спасибо большое. Хорошо. Спасибо. Сергей Сергеевич Кравцов, пожалуйста. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, как, Владимир Владимирович, вы сказали в своем вступительном слове, действительно, будущее подготовки инженерных кадров закладывается в школе. Для развития математического и естественно-научного образования важна мотивация школьников. И для повышения интереса ребят к инженерному, техническому профилю прежде всего необходима инфраструктура, система профориентации и мотивация на углубленное изучение предметов, включая развитие олимпиадного движения. Что касается инфраструктуры, то, Владимир Владимирович, во всех новых школах, которые по вашему поручению строятся, школы, которые проходят капитальный ремонт, обязательно наличие классов, новые классы естественно-научного направления: физика, химия, биология. В рамках национального проекта образования мы создали фактически новую среду дополнительного образования естественно-научной направленности. Это кванториумы, точки роста, IT-кубы. Это, конечно, повышает мотивацию ребят к изучению естественно-научных предметов. Там они могут проводить проекты, проводить междисциплинарные исследования. В рамках нового национального проекта «Молодежь и дети» мы продолжим развивать инфраструктуру и, в частности, оснащение кабинетов труда и черчения. Владимир Владимирович, вы говорили, в Туле ставили такую задачу о возвращении черчения в школы. Так вот, это решение выполнено, с этого учебного года черчение вернулось, и мы оснащаем кабинеты. Второе – это профориентация. Уже Павел Викторович об этом говорил. Здесь она вернулась в школы в прошлом учебном году. И выделено специальное время. Один час в неделю. По четвергам профориентация, как еще было, когда мы учились. У нас участвуют ведущие работодатели. Я хочу поблагодарить коллег из Росатома, Ростеха, Сибура и многих других. Более 9,5 тысяч уже предприятий участвуют. И то, о чем вы говорили, Владимир Владимирович, в Екатеринбурге, чтобы ребята не просто в классе находились, а приходили на предприятия, производство. Это реализуется, уже проведена 31 тысяча экскурсий, и порядка 640 школьников посетили предприятие. Эту работу надо продолжать. Но, конечно, появляются проблемы, Владимир Владимирович. Это зачастую формализм профориентации. Поэтому, конечно, мы, анализируя тот опыт, который есть, вместе с регионами будем делать так, чтобы максимально эта работа была интересна школьникам. И второе, нам, конечно, нужно соотнести, синхронизировать профориентацию в соответствии с прогнозом рынка труда, о котором вы говорили. Думаю, Антон Олегович об этом скажет, чтобы действительно ориентировать ребят на те новые направления нашей экономики, которые будут востребованы в перспективе. Третье – это, конечно, углубленное изучение предметов. Я здесь хотел бы подробнее остановиться, уважаемый Владимир Владимирович. Позвольте, у нас по данным Росстата с каждым годом все больше и больше детей выбирают углубленный уровень по естественно-научным предметам и математике. Например, в 2019 году 9,5% старшеклассников
выбирали углубленные естественно-научные предметы, математику, информатику, а в 2023 году их уже было 14,7, то есть на 194 тысячи больше. То есть те меры, которые мы реализуем, по вашему поручению, они дают результат. Но, конечно, важно учитывать, вот тоже хотел бы обратить внимание, не количество классов. Потому что детей в классе может быть разное, а именно количество детей, которые выбирают тот или иной профильный предмет. И что касается вообще выборности ребят на ЕГЭ, естественно-научных предметов, то мы видим, уважаемый Владимир Владимирович, что за 10 лет ситуация практически не изменилась, а даже чуть-чуть улучшилась. Вот в 2014 году мы взяли данные Рособорнадзора. Общая доля выборности предметов естественно-научной направленности составляла 63 пункта. В 2024 году 64. И мы только что получили данные Рособорнадзора о выборе физики. То количество увеличилось в прошлом году 14,4%, в этом году уже 16,4% ребят выбрали физику. То есть динамика. И также важно отметить, что сегодня, когда ребята выбирают информатику, а мы с каждым годом это видим, что выбирают информатику, меньше выбирали физику, это действительно было с 2016 года, а сейчас, как я уже сказал, тенденция поменялась. Так вот, почему эта тенденция возникла? Это важно. Потому что в 2014 году были изменены правила приема, и на инженерные специальности вместо физики стали спрашивать информатику, то есть появился выбор. И мы прямо по динамике видим, что начиная с 2016 года ребята стали меньше выбирать физику. Тут в 2017 году 25,3, а в 2016 году, точнее в 2018 году уже 23% и так далее, вот до 14,4. А сейчас пошел рост. И больше стали выбирать информатику. Доля осталась неизменной. Но доля осталась неизменной. Почему? Потому что, как я уже сказал, правила приема были изменены, а ребята выбирают то, что нужно сдавать на ЕГЭ. Если надо сдавать информатику, они выбирают, понятно, информатику. Так вот, сегодня мы с Миноборнаукой работаем, и министерство правила меняет и возвращает физику на инженерные специальности. То, о чем постоянно эксперты говорили, и на прошлом совете Владимир Владимирович обсуждали. Эти решения приняты, и мы видим увеличение доли ребят, которые уже сейчас определились с выбором физики. И важно эту тенденцию закрепить. Также для мотивации важно олимпиадное движение. У нас ежегодно растет число участников Всероссийской Олимпиады. В 2019 году их было 36% ребят, которые участвовали. В этом году 42%. Мы дополнительно, я вам докладывал, Владимир Владимирович, вместе с Минцифрой со следующего года новые олимпиады ведем, именно перспективные по робототехнике и беспилотным летательным аппаратам. Это также будет дополнительно мотивировать наших ребят. Но что мы видим, Владимир Владимирович? Мы видим, что высокобальники и победители и международных олимпиад, всероссийских олимпиад не всегда поступают в наши вузы. Поэтому просьба, поручение проанализировать выпуск ребят-высокобальников, наших талантливых ребят, поступают ли они в вузы и как трудоустраиваются. Просьба дать такое поручение вместе с фондом «Талант и успех» нам организовать работу по сопровождению, анализу и закреплению талантливых ребят именно на предприятиях нашей страны. Особенно высокобальников, 100-бальников и победителей всероссийских международных олимпиад. А теперь очень важный вопрос качества естественно-научного образования. Вы, Владимир Владимирович, в своем выступительном слове сказали о значимости программ. Но, конечно, программы важны, и мы утвердили единые программы по всем предметам, включая естественно-научные предметы, как на базовом, так и на углубленном уровне. И это во многом решает проблему, о которой многие говорили и на Совете по национальным проектам в прошлом году, репетиторство и проблему перегрузки. Потому что когда ранее, когда не было единых программ, каждая школа практически работала по своей программе, то на едином государственном экзамене спрашивали зачастую не то, чему учили в школе.
Поэтому ваше поручение, о котором вы говорили на послании, выполнено. Сегодня те результаты, которые спрашиваются на экзаменах, внесены в стандарт. И те единые программы, которые утверждены, они как раз соответствуют тому, чему спрашивают на экзамене. И это во многом будет решать вопрос перегрузки, и во многом это будет решать вопрос репетиторства. Также, как уже было сказано, утвержден комплексный план. Мы здесь активно работаем с Валерием Николаевичем под руководством Дмитрия Николаевича Чернышенко. Как раз задача комплексного плана – это единая система подготовки инженерных кадров. Как вот было только что сказано Алексеем Евгеньевичем, начиная с дошкольного сада, заканчивая вузом. И, конечно, дальше нужно сопровождение трудоустройства. Но очень важен вопрос не только программ, но и учебников. Потому что ребята-то смотрят не программу, ребята смотрят учебник. И важно, чтобы учебник был интересен. У нас в определенное время было, уважаемые коллеги, Владимир Владимирович, 100 учебников по математике. О каком качестве можно было вести речь? Сегодня фактически единый учебник для базового углубленного уровня по математике, но они коммерческие. Нам необходимо создавать единые государственные учебники. И просьба поддержать, уважаемый Владимир Владимирович, поручение дать нам вместе с Академией наук, с Геннадием Яковлевичем, мы об этом говорили, о создании единых государственных учебников для школы по естественно-научным предметам, математике, информатике. Причем эти учебники, эти предметы должны быть увязаны между собой, изучая математику с химией, биологией, физикой, потому что очень важна вот эта междисциплинарность. И также хотел бы сказать о результатах единого государственного экзамена по естественно-научным предметам. Также по данным Рособорнадзора мы видим увеличение среднего балла по естественно-научным предметам. Например, в 2016 году средний балл по естественно-научным предметам был 51,3. В 2024 году 61. Рост на 10 баллов. По математике в 2016 году средний балл составлял 46,2 балла. В 2024 году 64,5. И тоже много, коллеги, обсуждали мы и перед советом по поводу приема. Я думаю, Валерий Николаевич об этом еще скажет, но у нас все контрольные цифры приема на инженерные специальности, а это 195 тысяч, выбираются. Например, в прошлом году уже 280 тысяч школьников сдавали профильную математику, поэтому, а в этом году планируют 335. То есть, ну, понятно, что очень важно удержать этот уровень и дальше повышать, в том числе, результаты единого государственного экзамена. И, конечно, качество зависит от учителя. У нас каждый пятый учитель в системе учитель естественно-научных предметов. Но по данным Росстата тоже очень много говорится о вакансиях. Так вот, по данным Росстата, число вакансий в целом в системе составляет порядка 2%. И в течение 10 лет этот показатель не меняется. По естественно-научным предметам порядка 3%. Средний возраст учителей отрадно 45-46 лет. Но очень важно нам точечно работать с регионами, И мы такую работу ведем с педагогическими вузами, а сегодня педагогическое образование второе по популярности. Поэтому здесь у нас приняты соответствующие программы с регионами по ликвидации дефицита. То, о чем Алексей Евгеньевич сказал, мы отдельно отработаем эти предложения. И важно здесь говорить, потому что вот тоже идет обсуждение, что нехватку учителей ряд экспертов считают по ставкам 18 часов. Ну, мы прекрасно тоже и в советское время, я сам работал 24 часа, 1,4 ставки, Росстат нам дает среднюю нагрузку, поэтому, конечно, если по 18 часов считать, то, конечно, там может вакансий и порядка 50% быть. Но мы считаем ставка 24 часа, 1,4 ставки 24 часа, поэтому, как я уже сказал, по данным Росстата вакансий 3% по естественно-научным предметам. И, Владимир Владимирович, пользуясь случаем, хотел бы попросить вас о проведении проверок. Мы приняли закон, был принят закон о снижении бюрократической нагрузки. Но мы видим, что этот закон не везде работает.
мы установили 5 обязательных документов минимум для заполнения учителя. Поэтому мы видим, что есть определенные, как сказать, перегибы. Поэтому просьба нам вместе с соответствующими органами провести проверку и восстановить права учителей. И в завершение по поводу среднего профессионального образования. Сегодня много об этом коллеги тоже говорили. Здесь мы работаем. Я хотел бы вас отдельно поблагодарить за принятие решения на законодательном уровне закрепить проект «Профессионалитет». Это действительно сегодня очень важный проект, который позволяет нам готовить рабочие кадры. Мы видим общую потребность в целом в кадрах 74,1 миллиона работников на 25-29 годы. Из них 42 миллиона – это кадры СПО, а по техническим специальностям это 19 миллионов. Поэтому у нас есть соответствующая программа, но нам надо, конечно, расширять проект «Профессионалитет», делать его уже в штатном режиме и решать вот те кадровые задачи, которые нам дает в том числе и Минтруд. И очень важно, тоже просьба поручения, регулирование контрольных цифр приема на СПО и балансировка с регионами на федеральном уровне, чтобы исключить направление КЦП на неактуальные для экономики того или иного региона, а привести контрольные цифры приема в соответствии с прогнозом рынка труда. Спасибо. Да. Большое спасибо, Сергей Сергеевич. Действительно, после того, как мы привели в соответствие требования на экзаменах со школьной программой, средний балл по математике, физике при ЕГЭ вырос, это точно, но это и справедливо, что же требовать со школьников того, чего они не проходили на обычном экзамене. Ну вот, на что хотел бы обратить внимание. За последние 5 лет все-таки число участников ЕГЭ, выбирающих профильную математику и физику, все-таки сокращается. Да, вы упомянули о том, что число сдающих ЕГЭ по информатике увеличилось. Это действительно так. Примерно на 8%. Но сокращение сдающих по математике и физике составило примерно 14%. То есть где-то между 8 и 14 все-таки потери для, естественно, значит, вот для математики и физики, для вот этих наук, оно все-таки больше, куда-то оно подевалось. Да? Это разница. Это надо иметь в виду. И на что бы еще хотел обратить внимание. Это на географию. Вот если посмотреть на территориальную дифференциацию в олимпиадном движении, то получается, что 2/3 победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников представляли всего 4 субъекта федерации. При этом, и здесь очень большой разрыв, 43% победителей и призеров – это Москва, 14% Московская область, 8% Татарстан и 7% Петербург. Кстати, для Петербурга что-то действительно маловато. Вот. Но все равно 4 субъекта всего. Вот надо на это, конечно, обратить внимание. Что же нам всех в Москву переводить, что ли, в школу? Нет, наверное, это неприемлемо, да? Нужно повышать качество в регионах. Ладно, хорошо. Спасибо. Фальков, пожалуйста, Валерий Николаевич. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые участники заседания, за последние годы нами реализован ряд стратегических инициатив, которые направлены на повышение качества инженерного образования, на опережающее обеспечение научно-технологического развития страны инженерными кадрами. В частности, в 2021 году мы разработали и по вашему поручению, уважаемый Владимир Владимирович, развернули проект создания передовых инженерных школ на базе университетов и высокотехнологичных компаний. Реализация проекта уже имеет значимый эффект для модернизации всей системы подготовки инженеров. Сегодня у 50 школ более 250 партнеров, среди которых Ростех,
Росатом, Роскосмос, Сибур, Газпромнефть, КамАЗ, Татнефть и другие. Объем софинансирования с их стороны 42 миллиарда. Это, кстати, на 12 миллиардов больше, чем дает государство. Будем совершенствовать эту программу под новый отбор, нацеливаем ее на решение задач технологического лидерства. Предусмотрим новые инструменты взаимодействия с работодателями, усилим их вовлеченность в управление школами, в процесс обучения и прикладных разработок. Еще одна программа, поддержанная вами, «Приоритет 2030», тоже работает на общий сдвиг подготовки инженеров в сторону нового технологического уклада. По оценке экспертов и партнеров, система тиражирования лучших практик среди университетов, организованная в рамках этой программы, показала свою эффективность. Ярким примером здесь является Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, который вы посещали, уважаемый Владимир Владимирович. В том числе, благодаря упомянутым мной программам, Корабелка стала крупным научно-технологическим центром. Качественно обновилась ее материально-техническая база. Разработанные в ней технологии внедряются на предприятиях судостроения, атомной промышленности, энергетики, двигателестроения и металлургии. Далее, мы последовательно наращивали объем контрольных цифр приема на инженерное направление. При этом растет и платный прием. Как итог, по сравнению с 2020 годом, совокупный прием на инженерные программы вырос на 21%. В 2024 году доля первокурсников-инженеров в структуре общего приема достигла 41%. Вузы-лидеры в стране по качеству приема — это МФТИ, МИФИ и молодой университет Иннополис. Средний балл поступивших туда почти 100. Главный вывод: как результат масштабной работы университетов и их индустриальных партнеров, медленно, но неуклонно растет доверие граждан к перспективам инженерной профессии, в том числе готовность инвестировать собственные средства в инженерное образование. Уважаемый Владимир Владимирович, мы проработали и предлагаем сделать ряд новых системных шагов по развитию инженерного образования. Во-первых, и об этом сегодня уже говорилось, назрела необходимость обновления механизма планирования и установления контрольных цифр приема на бюджетные места. В соответствии с вашим поручением уже в этом году будем планировать бюджетные места с учетом прогноза кадровой потребности, подготовленного Министерством труда, и потребностей конкретных проектов технологического лидерства. Кроме того, при планировании будем учитывать также и неизбежный отсев за время обучения, вы об этом сказали. По некоторым специальностям отсев действительно достаточно высок. Разные факторы тому причины, есть личные обстоятельства, кто-то ошибся при выборе специальностей, а кто-то не смог справиться с требованием программы. Считаем, нельзя наказывать вузы рублем за принципиальность при оценке знаний студентов. В этой связи прорабатываем переход к финансированию образовательных программ, исходя из выделенного количества бюджетных мест без ежегодной корректировки на фактический контингент, но с одновременным повышением ответственности за конечный результат, за выпуск специалистов необходимого профиля, их трудоустройство, и в дальнейшем анализ заработной платы. Также в изменении нуждается и механизм распределения контрольных цифр между вузами. Сегодня это происходит исключительно на основе конкурса, что влечет за собой нестабильность количества бюджетных мест у университетов от года к году. В чем суть нашего предложения? Предлагаем, что до 70% объема бюджетных мест и в первую очередь по приоритетным специальностям устанавливать университетам без конкурса на основе средних цифр за последние 3 года. При этом, конечно, надо обязательно учитывать стратегические приоритеты развития отраслей регионов, качество приема, качество трудоустройства, работу, заработную плату выпускников и другие факторы, о которых сегодня говорилось. Еще примерно 25% бюджетных мест по неосновным направлениям предлагаем выносить на конкурс, а 5% иметь в резерве, чтобы оперативно и гибко реагировать на меняющийся кадровый спрос. И у нас уже дважды был успешный опыт такого маневра, опыт распределения дополнительных мест непосредственно в год приема. Первый раз это было в ковидном году, в 2020, второй раз в 2023 году под актуальные потребности экономики и социальной сферы. Предлагаем такую практику сделать регулярной. Второе предложение. Острый дефицит кадров на рынке труда и, самое главное, дефицит инженеров настоятельно требует регулирования платного приема в университеты. Здесь сегодня доминирует экономика, управление и право. Платный прием тоже надо нацелить на задачи государства. Просим дать поручение правительству проработать возможность наделения Министерства науки и высшего образования полномочиями по согласованию планов платного приема университетов, независимо от ведомственной принадлежности. И еще 2 предложения по платному приему. Во-первых,
механизм льготного образовательного кредита по ставке 3% должен быть доступен только для поступающих на приоритетные специальности, прежде всего инженерные. А сегодня более трети кредитов выдаются на платное обучение экономистов и юристов, что явно не соответствует запросу на кадры. Во-вторых, размер платы за обучение на контрактной основе должен быть не ниже реальных затрат на обучение студента. Третье предложение. Вы об этом сказали. Я несколько слов хотел бы в развитии. Требует серьезной трансформации система дополнительного профессионального образования в университетах. Традиционно вузы основное внимание уделяют высшему образованию, а дополнительно профессиональному существенно меньше. Однако в условиях сегодняшнего рынка труда, дефицита трудовых ресурсов, вузы должны сделать гораздо больше акцент на коротких программах обучения, переобучения, профессиональной переподготовки и повышения квалификации. Подчеркну, что устаревают не только прикладные навыки, обновляются фундаментальные знания, появляются новые методы, важные для реального сектора. Как раз это составляет сильную сторону университетов и, соответственно, их программ дополнительного профессионального образования. И, конечно, предлагая индустрии новые продукты и технологии, университеты должны одновременно, так сказать, в пакете предлагать обучение специалистов компаний по этим технологиям, продуктам и сервисам. Ну и, наконец, еще одно, пожалуй, ключевое предложение. Мы работу эту ведем. Речь идет о переходе на новую модель высшего образования. Уважаемый Владимир Владимирович, сейчас в соответствии с вашим указом реализуем пилотный проект по апробации новой модели. За неполных 2 года нами наработан значительный реальный опыт трансформации инженерного образования. Весь этот опыт мы сейчас используем для формирования новой модели. Об этих подходах я вам недавно докладывал применительно к отрасли беспилотных систем. Если суммировать, от программ бакалавриата без конкретной специализации с результатом в виде обобщенной квалификации бакалавр мы должны перейти к подготовке полноценных инженеров с понятной работодателю квалификацией и с разными, как вы сказали, сроками обучения. Например, по квалификации это горный инженер, инженер-металлург, инженер-строитель и так далее. Чтобы, открывая диплом, работодатель сразу понимал, какого специалиста ему подготовил университет. Кроме того, вместе с университетами и сообществом работодателей разрабатываем новый перечень специальностей, отвечающий вызовам технологического лидерства. Жизнь очень стремительно меняется, и в нем появляется принципиальный запрос на принципиально новых специалистов. Поэтому мы должны отвечать принципиально новыми программами, такими, например, как проектирование и эксплуатация беспилотных мобильных систем, проектирование и эксплуатация систем высокоскоростного движения. Эти программы нацелены на развитие наших новых отраслей и крупных, значимых проектов. В этом случае потребность в магистратуре резко сокращается, она становится способом получения специализированных, углубленных знаний для тех, кто имеет практический опыт. Под новую модель и новый перечень специальностей обновим систему государственных образовательных стандартов. Сейчас разработан и обсуждается макет такого стандарта. Стандарт нового поколения будет построен на 3 главных принципах. Первый, ключевой, фундаментальный вы назвали, это фундаментальность высшего образования. Для нас это означает единое ядро. С одной стороны, его часть этого ядра должна быть профессиональной, естественно, научной, как правило, для инженеров, математической. С другой стороны, важнейшей частью этого ядра, конечно, должны быть гуманитарные знания, такие дисциплины, как философия, история и ряд других. Второй важный принцип, и это будет заложено в стандарты, это практикоориентированность, существенное увеличение объема практической подготовки и, что не менее важно, качество этой практической подготовки. Наши вузы, участвующие в пилоте, сегодня показывают, что на это действительно большой спрос. Ну и, наконец, третий принцип – это гибкость, включая возможность получения дополнительных квалификаций, в том числе педагогических. Ну и, конечно, разные сроки обучения, исходя из того, что студенты должны сегодня не только учиться, и многие из них не только учатся, но и работают. Новые подходы будут закреплены в законе об образовании, в других нормативно-правовых актах. Работу над подготовкой изменений мы активно ведем. Все эти инициативы мы предлагаем отразить в стратегии развития образования, которая по вашему поручению сейчас разрабатывается, и системно их реализовать. Уважаемый Владимир Владимирович, наша работа в тесной кооперации с промышленностью позволит выполнить задачу по обеспечению технологического развития высококвалифицированными кадрами в соответствии с национальными приоритетами страны. Благодарю за внимание. Да, спасибо, Валерий Николаевич. Ну, вы это все знаете, то, что я сейчас скажу. Ну, и коллеги многие знают. Но я все-таки хочу это подчеркнуть. Вот Общероссийский народный фронт совместно с одной из платформ онлайн-рекрутинга,
провел опрос, да, знаете, результат, 4000 респондентов, студенты вузов, колледжей, работники предприятий, представители бизнеса из 80 регионов, да. Значит, большинство респондентов, 65%, считают, что высшее образование не обеспечивает их необходимыми практическими навыками для реальной работы. 38 опрошенных заявили, что полученное образование им не пригодилось. Доля недовольных полученным образованием особенно высока среди молодых специалистов до 33 лет. И вот что любопытно, если на первом курсе работать по специальности были готовы 77% опрошенных, то к концу обучения только 56%. А предприятия, ну, компании наши, так, они с большим удовольствием берут, конечно, любых специалистов, так, но по профилю им нужному, но с большим удовольствием и охотой берут специалистов, которые имеют опыт работы от года до 3 лет, так, значит, и от 3 до 6 лет там, отдают предпочтение. Поэтому дело не только в том, чтобы там, студенты или аспиранты могли подзаработать деньги, что это правильно и хорошо. Но надо и исходить из того, чтобы выстраивать их работу таким образом, чтобы это шло на пользу их будущей работе и будущей профессии. Вот на это хотел бы обратить ваше внимание. Михаил Михайлович Костюков, Красноярский край. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые участники заседания, национальные цели по обеспечению технологического лидерства, конечно же, недостижимы без передовой системы инженерного образования. И комиссии Государственного совета сегодня активно включились в вопрос именно проработки механизмов подготовки соответствующих кадров. Мы здесь работаем совместно, комиссия по направлению технологического лидерства, кадры, молодежь и дети, промышленность и другие коллеги. В первой версии нацпроектов, которые сейчас утверждены правительством, общая кадровая потребность по технологическому лидерству превышает 830 тысяч человек. И, конечно, то, что сейчас сказали министры, теми инструментами, наверняка эта массовая подготовка будет таким или иным образом обеспечена. Вместе с тем, Владимир Владимирович, вы сказали, что сейчас ведется работа по подготовке дополнительных мероприятий, которые будут включены в эти национальные проекты и обеспечат достижение превосходства отечественных технологий и продукции над зарубежными аналогами в приоритетных областях. То есть это предполагает существенно более высокие требования к подготовке специалистов. Очень важно сейчас определить те квалификации, которые будут соответствовать этим требованиям, объем необходимых специалистов количественно и структуру соответствующих образовательных программ, внеся необходимые корректировки в инструменты, которые у нас есть. Я бы хотел акцентировать внимание на 3 соображениях по этому направлению. Первое, за счет чего же можно получить быстрые результаты, уже в ближайшее время найти те самые команды, которые могут включиться в решение этих очень амбициозных задач. Валерий Николаевич говорил о тех результатах, которые были достигнуты в рамках реализации предыдущей версии национальных проектов. И эти результаты действительно есть. У нас хорошие команды по поддержке научных фондов выявлены, по программам молодежных лабораторий и передовых инженерных школ, по программам развития ведущих университетов и, безусловно, база данных фонда «Талант успеха» российских талантов. Я уверен, что именно проанализировав этот массив данных, можно уже сейчас найти готовые именно команды специалистов, которые показали высокие результаты своей работы. Могу сказать, на примере Красноярского края у нас есть такие молодежные объединения. Например, в 2019 году создана молодежная лаборатория в рамках Красноярского научного центра Академии наук по направлению научного приборостроения. И тогда в этой лаборатории было всего 12 молодых ребят. И общий годовой грант составил 17 миллионов рублей. На сегодняшний день эта организация уже выросла в 5 раз по численности и имеет только на 2025 год количество подтвержденных внебюджетных контрактов на 800 миллионов рублей. Причем партнерами этой лаборатории являются ведущие предприятия космической отрасли России и предприятия Роскосмоса и бюро 1440. Вторая команда превратилась из университетского фактически стартапа в одного из производителей российских беспилотных летательных аппаратов высокого класса. Второе направление, оно касается уже более среднесрочной перспективы.
и, скорее всего, должно работать в рамках подготовки новых коллективов. Владимир, предлагаю все новые конкурсы российских государственных научных фондов, конкурсы передовых инженерных школ, молодежных лабораторий, ведущих университетов и в том числе кампусов сфокусировать на задачах именно технологического лидерства, чтобы инфраструктура создавалась, которая позволит достигать тех самых результатов. Это позволит в среднесрочной перспективе обеспечить приток тех необходимых специалистов высочайших научных и инженерных квалификаций. Третья задача, пожалуй, самая сложная, и она предполагает работу с теми, кто сегодня учится еще в школе и в наших техникумах и колледжах. Это, безусловно, задача регионов. Регионы сегодня необходимо, конечно, вовлечь в повестку технологического лидерства. И многое сделано в рамках предыдущего нацпроекта образования. Серьезно улучшена материально-техническая база школ, созданы инженерные классы. Очень важно, Владимир Ильич, своевременно было ваше решение о возвращении уроков труда и вопросов ранней профессиональной ориентации школьников. У ребят есть интерес к этим направлениям. Я встречаюсь в классах, подтверждают это ребятишки, но очень хотят видеть не только современный завод, на котором им предстоит работать, но очень важно, говорят, мы хотим посмотреть и техникум, и колледж, и университет. И нам очень важно, чтобы при этих встречах не было у детей разочарований, и они не меняли бы первый интерес к освоению инженерных базовых специальностей. Поэтому очень важное решение о расширении программы «Профессионалитет». Мы в крае приняли решение еще в прошлом году, получив первый опыт реализации нашими техникумами таких программ, когда они принципиально поменялись. И сегодня работодатели стоят в очередь, чтобы открыть в этих техникумах свои подразделения, свои аудитории. Поэтому в Красноярске с этого года запущен проект «Профессионалитет для всех», где все наши краевые учреждения среднего профобразования уже сейчас готовят такие программы развития вместе со своими ключевыми работодателями. И мы эти программы на паритетных основах будем поддерживать, потому что видим от них результат и большой запрос школьников. Уверен, что при федеральной поддержке, о которой говорил Сергей Сергеевич, и вы сказали в начале, эти результаты мы сможем достигнуть значительно быстрее, и эти результаты будут более масштабными. Второе, что является очень важным, это, конечно же, работа с сегодняшними школьниками и, в первую очередь, вы сказали, по подготовке учителей по естественно-научным предметам. Физика, математика, химия, биология, конечно же. Считаю, что нужно определить пилотные регионы, может быть, определить специализацию для этих регионов, для того, чтобы были подготовлены специальные программы, которые бы касались и подготовки учителей, и их переподготовки постоянной, и разработки систем мотивации, которые бы обеспечивали постоянное обновление и содержание образовательных программ, и методик преподавания, чтобы у детей возникал постоянный интерес и развивался интерес к освоению этих естественно-научных предметов. Сегодня правительство Российской Федерации по поручению Дмитрия Николаевича Чернышенко 20 регионов определило, которые в пилотном режиме готовят программы научно-технологического развития. Может быть, эти программы нужно дополнить как раз таким разделом школьной составляющей учительской и представить на федеральный конкурс. Я думаю, что здесь поддержка дополнительная позволила бы получить соответствующий импульс для развития. В завершение хотел бы поддержать Павла Викторовича. Он много говорил о объединении усилий производства различных сфер образования. Владимир, Красноярск – регион с богатой спортивной историей, с богатыми традициями. Здесь некая параллель напрашивается, она может быть не совсем к теме нашего совета, но тем не менее. Мы ребят, проявляющих спортивные таланты, выявляем в самых ранних возрастах. И параллельно со школьным образованием ведем их, развивая их спортивную подготовку от первых секций детских до школ высшего спортивного мастерства и центров национальных сборных команд. Вот для инженерной подготовки, мне кажется, подобная система параллельного сопровождения и развития мастерства взращивания дала бы свой результат. В качестве предложения, может быть, нужно вспомнить хороший советский опыт системы центров научно-технического творчества детей и молодежи, которые могли бы оказать такую дополнительную поддержку, сопровождение и реализацию необходимых инженерных навыков от самых, что называется, первых детских конструкторов через школьные классы, учебные аудитории до научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро крупнейших компаний. Спасибо большое. Спасибо. Ну, вот вы обратили внимание на несколько очень важных моментов, на что хотелось бы акцентировать внимание. Вот смотрите, согласно пятилетнему кадровому прогнозу, к 2029 году общая потребность и экономики, и социальной сферы в кадрах составит свыше 74 миллионов человек. Это почти на миллион
больше, чем в 2024 году. Но при этом основной спрос, как и сейчас, придется на специальности, на специалистов с средним профессиональным образованием. Это более 60%. Здесь вот Михаил Михайлович прав, и я обращаю внимание коллег на это. И еще вы сказали про подготовку учителей. Ну, так или иначе, каждый из участников нашей сегодняшней встречи говорит об этом. Но вот губернатором было сказано о подготовке преподавателей. На что хотел бы здесь обратить внимание? Ну, первое. В школах у нас учителей в возрасте 65 лет и старше примерно 6,2%. Ну, ничего такого особенного нет. Но вот по математике это уже 9,2%, по химии 10,9%, а по физике 11,9%, считай 12%. Ну, я сейчас не хочу ничего комментировать, просто обращаю на это внимание и прошу Сергея Сергеевича Кравцова иметь это в виду. Ну и еще очень важная вещь, связанная с демографическими процессами в стране. У нас есть соответствующий прогноз, согласно которому после 2025 года падение численности учащихся в школах затронет прежде всего начальную школу. А вот в 8-11 классах к 2032 году, напротив, ожидается рост учеников, ну, почти на миллион. С 4,8 до 5,5 примерно миллионов человек. Для чего это говорю? Для того, чтобы мы заранее посмотрели вперед, самым внимательным образом подошли к регулированию численности преподавателей. Ни в коем случае не должно возникнуть дефицита ставок по соответствующим категориям преподавателей. Это я сейчас обращаюсь и к руководителей ведомств соответствующих и к руководителям регионов. Надо на это внимательно посмотреть. Спасибо. Так, пойдемте дальше. Вот я уже, Михаил Михайлович, говорил о ваших мероприятиях по опросам общественного мнения. Надеюсь, вы что-то еще добавите. Пожалуйста, Кузнецов Михаил Михайлович, Народный фронт. Уважаемый Владимир Владимирович, спасибо большое. Уважаемые члены Совета, в послании 2023 года вы поручили Народному фронту проводить анализ совершенствования высшего образования, и с тех пор мы регулярно опрашиваем работодателей. Это более 500 компаний, школьников и студентов, учителей и преподавателей вузов, а также родителей. Всего в год мы опрашиваем порядка 100 тысяч человек. Остановлюсь на некоторых проблемах. Первое, сегодня все выступающие говорили о том, что действительно фундамент инженерного образования закладывается в школе, но все же мы здесь находимся в дискуссии с Сергеем Сергеевичем, но мы продолжаем фиксировать определенный дефицит педагогов-предметников, что в нашем понимании влияет на интересы учащихся к математике, физике, химии, и также способствует тому, что пока уровень обращений к репетиторам находится на стабильно высоком уровне. Мы фиксируем, что это 71% родителей в 11 классе обращаются к репетиторам. Сергей Сергеевич сказал о том, что принятие единых программ позволит снижать эту цифру. Мы с удовольствием готовы раз в полгода вместе с Министерством просвещения смотреть, и будет очень важно для людей, если она будет снижаться. Треть опрошенных нами директоров школ примерно подтверждают нехватку учителей математики, и в каждой 7-й школе не хватает учителя физики. Сами учителя называют 3 основные причины, сочетание которых препятствует притоку новых учителей в школу. Это отчасти уровень заработной платы. На втором месте высокая непрофильная бюрократическая нагрузка. Сергей Сергеевич тоже это упоминал. Это отмечают более половины учителей. Ну и третье, к сожалению, на третьем месте у нас 20% учителей сталкивались с неуважительным отношением со стороны детей и родителей. То есть это следствие многолетнего ошибочного восприятия образования как услуги. Исходя из приоритетности инженерного образования, темы нашего сегодняшнего обсуждения, мы предлагаем попросить регионы найти все-таки внутри дополнительные меры стимулирования
притока учителей физики и математики в школы на основе не только анализа заполненности вакансий, но и с учетом реальной нагрузки на учителей-предметников и непрофильного совместительства. Далеко не всегда именно учитель математики ведет математику, иногда эта обязанность падает на учителей другого профиля, и в этом, нам кажется, есть определенная проблема. А второе – сделать обязательную регулярную независимую оценку уровня непедагогической нагрузки с учетом мнения учителей и следить за ее постоянным снижением. Также Сергей Сергеевич говорил, что она сейчас должна начать снижаться. Вторая проблема – то, что выпускники программы «Профессионалитет» после 2 лет обучения в СПО не всегда успевают закрепить полученные инженерные навыки, ну, хотя бы призывы в армии. Мы пришли с этим вопросом в Министерство обороны, находимся с ними в обсуждении этого вопроса. Сейчас возможным вариантом кажется история с научными ротами Министерства обороны, то есть чтобы ребята из профессионалитета преимущественно шли в научные роты и не растеряли свои навыки, а наоборот их нарастили. Бизнес, конечно, будет просить отсрочку, но, Владимир, разрешите нам этот диалог продолжить, да, и при согласии Министерства обороны поискать какое-то решение, чтобы, если они нам его утвердят, тоже посмотреть бизнесу здесь пойти вкладывающимся в профессионалитет навстречу. Третье, вы называли эти цифры, Владимир Владимирович, про снижение интереса. Наш опрос показывает, что работает только треть студентов, при этом 66%, то есть 2/3 из них работают не по профессии. То есть, попросту говоря, вынуждены там зарабатывать себе средства. Мы предлагаем просто здесь взять этот показатель за стартовый и ежегодно увеличивать практику оплачиваемой работы по специальности для студентов. Вы тоже об этом говорили во своем вступительном слове. Четвертое, по нашим опросам, лишь 15% работодателей подтверждают свое участие в совершенствовании программ инженерного образования и 24% формирования заявок КЦП. При этом, что удивительно, соглашение с вузами подписали 3/4 этих компаний. То есть соглашение есть, а постоянного ежегодного взаимодействия по цифрам КЦП и совершенствования программ под рынок труда, оно пока недостаточно. Нам кажется, здесь большой нереализованный потенциал по синхронизации запросов работодателей и программ подготовки. И мяч не только на стороне вузов, но и в том числе на стороне бизнеса. Пятое – это дисбаланс в поддержке IT-инженеров и специалистов других инженерных профессий. Приведу пример. Вот в Екатеринбурге находится одно из производств беспилотников, которые мы поддерживаем вместе с нашими военными и развиваем. Ребята делают эти дроны-упыри небезызвестные. По соседству IT-компания. Идет постоянный отток инженеров из БПЛАшного производства в IT-компанию в силу наличия льгот. Ни в коем понимаем всю важность IT-отрасли, но нам кажется, что очень важно избежать этого дисбаланса, в том числе для того, чтобы не было оттока выпускников лучших технических вузов, МФТИ, именно в IT-отрасль, потому что именно эти люди будущие директора наших серьезнейших КБ. Ну и последнее. Сегодня, Владимир Ильич, в зоне специальной военной операции проходит ускоренную инженерную подготовку десятки тысяч наших бойцов. Электронная разведка, изготовление средств электронной борьбы, эксплуатация беспилотников, неполный перечень тех навыков, которые получают наши парни. В перспективе, нам кажется, именно они смогут трудоустроиться в лучшие российские компании, что очень важно поднять престиж инженерной профессии, потому что сегодня они наши герои. И часть из них, как нам кажется, отправится на военные кафедры гражданских технических вузов, чтобы в будущем подготовить наше поколение кулибиных. Но уже сейчас можно, например, совместно с Фондом защиты Отечества начинать трудоустраивать ребят, получивших эти базовую инженерную подготовку в наши лучшие компании. Если поручите, мы с удовольствием отдельный такой трек для них проработаем. Вот. Есть ощущение, что это самый лучший профессионалитет, который они могли только получить. Уважаемый Владимир Владимирович, большое спасибо, доклад закончен. Михаил Михайлович сейчас сказал о исследованиях, которые были проведены Народным фронтом. Хочу это тоже подтвердить и исследованиями, проведенными ФСО России. Вы знаете, что там Федеральная служба охраны существует свои структуры, которые занимаются вопросами. Вот ФСО в 2024 году проводила опрос родителей. Так? По мнению родителей, чаще всего не хватает учителей математики. И если в 2018 году число респондентов ответило на этот вопрос таким образом, о нехватке преподавателей математики, их
было 14,9%, то в 2024 году это было уже 33,2%. А в том же 2018 году 16,5% родителей ответили, что не хватает преподавателей физики. В 2024 году это было уже 24,1%. То есть, вот, мне кажется, что это убедительно показывает те проблемные вопросы, которые нам всем вместе, и прежде всего, конечно, ведомствам, нужно решать. Чемизов, пожалуйста, Сергей Викторович. Ростов. Да, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, сегодня Ростех продолжает оставаться ключевым поставщиком вооружения и военной техники для нашей армии. Около 80% всего вооружения и боеприпасов, которые сегодня используются в СВО, произведены на наших предприятиях. И мы осознаем, что от того, насколько успешно реализовываются на практике передовые разработки российских ученых, зависит жизнь и судьба граждан России. В первую очередь тех, кто сегодня выполняет боевые задачи в зоне специальной военной операции. Несмотря на то, что количество задач и вызовов перед нашими учеными и инженерами постоянно растет, я хотел бы все-таки основную часть своего выступления посвятить будущему. Прежде всего хочу поблагодарить профильное Министерство науки и высшего образования за конструктивный диалог и системную работу по трансформации инженерного образования. На площадке Союза машиностроителей мы на постоянной основе обсуждаем ключевые задачи в сфере инженерно-технического образования. Особенно мы поддерживаем возвращение к традиционной для нашей страны базовой подготовки специалистов высших, с высшим образованием с опорой на фундаментальную подготовку. Ростех является одним из крупнейших работодателей в стране. Ядро наших сотрудников – это представители инженерно-технических кадров высшей квалификации. Порядок цифр таков. В наших организациях их сегодня насчитывается более 800, трудится более 700 тысяч человек. И в ближайшие 3 года нам потребуется свыше 20 тысяч инженеров высшей квалификации, а также 130 тысяч специалистов рабочих профессий. Подготовка этих кадров – мощнейший вызов для нашей корпорации. Конечно, мы не сидим и не ждем, когда кто-то для нас подготовит кадры. Мы занимаемся этим сами. И важно, что здесь Ростех работает на опережение и ведет работу, начиная со школьной скамьи, в инженерных классах и при поддержке Министерства просвещения, вузов-партнеров и нашим участием создано более 200 таких классов по всей России. Выпускники этих классов поступают в вузы на наши целевые программы и трудоустраиваются буквально с первого курса. Это позволяет студентам не только получать дополнительный доход, то есть они зарабатывают на месте работы и, кроме того, получают стипендию. И за период обучения они получают еще и специальность, в том числе на предприятиях, где они проходят работу, где проводится непосредственно обучение по специальности. И в 2026 году будет первый выпуск по программе «Крылья Ростеха», реализуемый в 15 вузах страны для подготовки инженеров нового поколения в авиастроении. Студенты включаются в перспективные проекты на предприятиях и в студенческих конструкторских бюро. Данный подход тиражируется на другие отрасли совместно с Миноборнаукой и вузами-партнерами. Для подготовки рабочих кадров мы развиваем систему собственных производственно-учебных центров, актуализируем программу подготовки в колледжах, инвестируем в их материально-техническую базу, в том числе и в рамках федерального проекта «Профессионалитет» привлекаем наставников с предприятий. И совместно с Минпросвещения прорабатывается возможность целевого обучения или приоритетного приема для целевиков предприятия ОПК. Просьба нас поддержать в этом. Если говорить о ближайшей перспективе, то только в 2023 году предприятия корпорации инвестировали в университеты более 14 миллиардов рублей. Ну, это в основном, конечно, на совместные научно-исследовательские разработки, опытно-конструкторские разработки, которые проводятся нашими предприятиями, нашими учеными, конструкторами совместно с вузами.
В частности, учитывая высокую потребность в высококвалифицированных инженерах, госкорпорация «Ростех» поддержала пилотный проект по запуску производственной аспирантуры. Первый набор аспирантов, которые будут защищать свои работы в привязке к конкретным вызовам и задачам оборонного комплекса, состоится в этом году. И в производственной аспирантуре мы будем готовить инженеров для реального сектора экономики. В конце обучения аспирант защищает проект, готовый для внедрения на конкретном предприятии. Такая модель аспирантуры теснее связана с промышленностью и отличается двойным научным руководством. То есть один научный руководитель от предприятия, другой от вуза. В производственной аспирантуре мы прорабатываем вопрос учета конструкторской документации и патентов. Программы обучения адаптируем под задачи предприятий. И большую часть времени аспирант будет проводить на рабочем месте без отрыва от производства. И добавлю, что для развития производственной аспирантуры у корпорации большой потенциал. В нашем контуре более 120 научно-исследовательских организаций и конструкторских бюро. 5 предприятий имеют статус государственных научных центров. Открыто более 20 диссертационных советов. Активно развиваются советы молодых ученых и исследователей. Действуют различные меры социальной поддержки и мотивации для молодых специалистов, в том числе и поощрения за рационализаторскую работу и наставничество. Организации корпорации являются ключевыми партнерами 19 передовых инженерных школ по направлениям авиастроения, двигателестроения, станкостроения, информационные технологии, СВЧ электроника, микроэлектроника и автопром. В 2025 году планируем инвестировать в эти школы более 1 миллиарда 200 миллионов рублей. Считаем такие школы эффективным инструментом кооперации промышленности и университетов. Они существенно усиливают роль промышленных компаний как квалифицированных заказчиков в формировании научно-технологических задач. На наш взгляд, финансовый механизм, который сегодня используется при поддержке передовых инженерных школ, является эффективным и позволяет целесообразно распределять выделяемые средства. На данный момент у нас высокая степень готовности по запуску еще одной передовой инженерной школы «Ростех Байкал» на базе Иркутского национального исследовательского технического университета совместно с Объединенной авиастроительной корпорацией. Школа может стать полноценным партнером в цепочке кооперации между вузом и авиационным кластером корпорации. И заканчивая, хотел бы обратиться к вам с просьбой, Владимир Владимирович, учитывая особую значимость инженерно-технических профессий и с целью поднятия престижа этих профессий, предлагаю объявить один из ближайших годов в России годом инженера. Просьба поддержать. Спасибо. Да, хорошо. Надо подумать. Хорошая идея в некоторых странах. Значит, к уважаемым людям приставочку все время используют. Не господин, а инженер. Инженер такой-то, инженер такой-то. Вот это лишний раз подчеркивает уважение к той сфере деятельности, которой человек занимается, и подчеркивает важность самой этой сферы деятельности. Сергей Ильич, я знаю, прекрасно все понимаем, что корпорация и ее предприятия находятся на переднем крае сегодня в очень многих смыслах этого слова. И знаю, мы с вами неоднократно говорили, вопрос подготовки кадров, так же, как и для всей промышленности, для Ростеха, является одним из ключевых. Вот вы сейчас перечислили все, что связано с этой работой. Главное здесь ничего не забюрокрачивать излишне. Структур, чтобы не было так, что структур много, управленцев много, а выхлоп минимальный. Вот поменьше этой бюрократии, побольше конкретной работы. Здесь вот коллеги говорили сегодня по поводу, да и я тоже упоминал, что предприятия-то хотят брать специалистов, которые имеют год, два, а лучше 3-4 года какой-то практики. Поэтому, конечно, надо, желательно выстраивать учебный процесс так, чтобы человек все время чувствовал свою связь с производством, понимал, что от него
будет нужно в ближайшее время, и когда он закончит образование, получит соответствующие там документы в образовании. Вот это можно сделать, мы с вами много раз на этот счет говорили, поэтому нужно настраиваться именно на такую работу. Спасибо. Елена Владимировна Шмелева, пожалуйста, Сириус, фонд «Талант и успех». Спасибо, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги. Я остановлюсь на двух ключевых для сегодняшнего обсуждения аспектов. Первый связан с сенситивными, наиболее значимыми для детей периодами развития, что требует изменения подходов к образованию, особенно дошкольного и младшего школьного возраста. Нам нужно перейти от обучения к развивающему образованию, которое формирует активный интерес детей к науке и технике. Второй аспект, о котором хотела бы отдельно сказать, это усиление роли развивающей образовательной среды, где будущим инженерам необходимо создать условия не только для овладения научными знаниями, но и интегрировать в нее искусство и спорт. И тут Сириус мог бы стать площадкой создания модели развивающего образования, ориентированной на инженерные направления, начиная с детского сада. Если позволите, разверну эти два тезиса. Вот, во-первых, именно с дошкольного и младшего школьного возраста закладываются основы мышления, любознательности, интереса к науке и технике, потому что этот период решающий для формирования познавательных мотивов и общего подхода к обучению. Дети, которые с раннего возраста сталкиваются с инженерными задачами в игровой, в интересной форме, с большей вероятностью и сохранят этот интерес, и в будущем выберут соответствующую профессию. Участие в конструкторских играх, в занятиях по робототехнике или даже просто экспериментах по физике способствует развитию критического мышления и творческого подхода, который необходим для успешной инженерной деятельности. Во-вторых, ранняя профориентация и вовлечение детей в мир науки и технологий существенно изменит их восприятие профессии инженера. Часто стереотип о том, что работа инженера сложная, недоступная, формируется именно в раннем возрасте. Специально подготовленные экскурсии на предприятия, встречи с интересными взрослыми в лабораториях и инжиниринговых центрах, участие в технических конкурсах смогут изменить отношение детей к инженерным дисциплинам, сделав их более привлекательными и понятными. Обучение основам инженерного мышления на начальном этапе образования развивает вот те самые междисциплинарные навыки. Многие инженерные задачи требуют понимания физики, математики, химии и даже искусства. Знакомясь с азами этих дисциплин через игровые задачи, реальные проекты, дети начинают целостно воспринимать знания, что помогает им впоследствии лучше адаптироваться к академической программе основной и старшей школы. Кроме того, активные методы образования, такие как игра, конструкторская проектная деятельность, дают детям возможность работать в команде, делиться идеями и развивать социальные навыки. Умение работать в коллективе и находить решения в нестандартных ситуациях очень ценится в инженерной среде. Раннее формирование этих навыков существенно повысит качество подготовки наших будущих специалистов. Ну и, наконец, социальные аспекты также играют важную роль. Поддержка интереса к инженерным профессиям на уровне семьи и общества может повысить престиж этих специальностей. Вовлечение родителей и общественности в образовательный процесс через совместные занятия, дни открытых дверей в школах, инженерных центров, расширение роли просвещения, просветительских встреч умных, успешных взрослых с детьми способствует созданию положительного имиджа инженерной профессии и повлияет на выбор детей в будущем. В итоге, начав решать проблему подготовки инженерных кадров с дошкольного и младшего школьного возраста, мы создадим фундамент, который будет поддерживать интерес к технологиям и инженерии на протяжении всей учебной жизни ребенка, повышая шансы на подготовку квалифицированных и увлеченных специалистов в будущем. Ну и вот второй тезис, он связан с тем, что нам нельзя и недостаточно сосредотачиваться только исключительно на науке и технике. Важно интегрировать искусство и спорт в образовательный процесс, как это сделали вы, Владимир Владимирович, создавая «Сириус», потому что это способствует всестороннему развитию детей и формированию необходимых навыков для их будущей успешной инженерной практики.
Инженеры сталкиваются с необходимостью находить нестандартные решения, генерировать идеи, и навыки, полученные через занятия искусством, помогают развить такое мышление. Художественные дисциплины, такие как рисование, музыка или театральное мастерство, учат воспринимать мир многогранно, анализировать визуальные и аудиовизуальные образы, что в дальнейшем может служить основой для разработки инновационных продуктов и технологий. А спорт способствует формированию качеств, необходимых для работы в инженерной сфере. Например, командные виды спорта развивают навыки сотрудничества, которые крайне важны в современных условиях, когда инженеры часто работают в мультидисциплинарных командах. Нам важно создавать развивающую образовательную среду, которая будет поддерживать и усиливать интерес детей как к научным, так и к художественным и спортивным дисциплинам. Это можно сделать через междисциплинарные проекты, где дети могут применить свои знания и навыки в различных областях. Так выстроен наш конкурс «Большие вызовы». Создание на этой основе проектного курса или образовательных программ, где сочетаются элементы инженерии, искусства и физической культуры, позволит детям увидеть связь между этими дисциплинами и понять, как они могут дополнять друг друга. К тому же такой подход развивает эмпатию ребенка, критическое мышление, навыки решения проблем. Это важно для будущих инженеров, которые должны быть не только технически грамотными, но и социально адаптированными. А еще становиться лидерами своих поколений, как наши уважаемые молодые коллеги. В итоге подготовка будущих инженерных кадров требует комплексного подхода, который включает в себя как научные знания, так и активное вовлечение детей, начиная с раннего возраста, в искусство и спорт. Этим мы сейчас занимаемся в Сириусе и готовы в случае вашей поддержки открыть в университетском колледже педагогическое направление для подготовки педагогов развивающего образования для детей от 3 до 12 лет. Создать в президентском лицее Сириус экспериментальную ступень от 0 до 6 класса, а потом расширять такие комплексные программы через наши ассоциированные школы. И на этой основе уже с региональными центрами, работающими по модели Сириуса, мы могли бы объявить новый совместный проект «Сириус 0+», подразумевающий повышение доступности и качества дошкольного и начального дополнительного образования, в том числе технической направленности и так называемых программ умного, естественно-научного туризма. Таким образом, вокруг задачи развития специальных программ для дошкольников и младших школьников по всей стране мы объединим и школы ассоциации партнеров Сириуса, и все другие профильные школы страны, и кванториумы, и корпоративные образовательные центры. Все, чтобы добиться охвата и комплексного эффекта для развития отечественных инженерных школ и развивающего образования. Прошу по возможности поддержать и включить проект поручения, Владимир Владимирович. И, если можно, я отдельно прокомментирую выступление и предложение Сергея Сергеевича про высокобальников. Сириус уже вот этот мониторинг ведет и делает как оператор по выплате грантов президент Российской Федерации тем детям, кто еще в школе проявил выдающиеся способности. И у меня есть еще одно предложение, ну, наверное, я уже перебрала по времени. Вот в ответ на то, что Михаил Михайлович Кутюков сказал, и в ответ на продолжение нашего мониторинга УНФ, когда мы опросили достаточно большое количество инженеров и руководителей компаний, где работают инженеры. Мы бы предложили регламентировать высшее образование, оценивать его качество через цифровые инструменты. Что я имею в виду? Я имею в виду ВГОС, который у нас записан в Конституции, как государственная гарантия качества образования, его доступности и соответствия современным требованиям. Вот именно ВГОС и федеральные государственные образовательные стандарты в дальнейшем становятся не только основой для проверки образовательных организаций, которым выдаются гослицензии, свидетельства об аккредитации, но и нашим единственным основным инструментом регулирования содержания образования, его качества, условия, освоения результатов. Потому что ВГОС – это 3 стандарта в одном. Это стандарт содержания, условий и результатов. И вот уже более 10 лет на уровне федеральных органов государственной власти, нашего экспертного сообщества, академическое, ведется такая большая дискуссия об оптимальном формате ВГОС. Был, если помните, ВГОС 3-го поколения, ВГОС 3+, ВГОС 3++. И последнее поколение стандартов, несмотря на то, что они утверждаются на каждое направление подготовки, очень рамочное и похоже в рамках одной укрупненной группы. Поэтому некоторые эксперты считают, что его
значит, надо установить на укрупненную группу специальностей или направления. Те, кто им оппонирует, говорят, что не хватает единого профессионального ядра. Но самое главное, что все эксперты сходятся во мнении, что современные ВГОС становятся архаичными. Они не успевают за изменениями требований рынком труда. И вот все пожелания Михаила Михайловича Кутюкова, Валерия Николаевича, то, что говорил, конечно, нам нужно очень актуально менять, обновлять ВГОС. А сейчас у нас на это уходит до нескольких лет. Поэтому у нас есть университеты, которые наделены правом самостоятельно утверждать образовательные стандарты. Но даже эти университеты вынуждены ориентироваться на ВГОС, потому что должны не ниже требований этих стандартов, значит, это предписывает им закон об образовании, они вынуждены на него ориентироваться и применять к себе. Таким образом, нам необходимо быть гибкими, с одной стороны, и соответствовать современным реалиям, а другое, у нас есть вот регулирование, которое, по сути, препятствует созданию таких новых образовательных программ. И, конечно, нам нужны инструменты, которые дадут обширной системе высшего образования верный сигнал о том, что сегодня актуально. Содержание, качество, условия реализации программ. И повсеместно нам еще нужен инструмент, который ориентируется на те лучшие практики, которые у нас уже есть, которые сработали, которые уже апробированы ведущими университетами. Поэтому вот, исходя из пожеланий работодателей, мы бы предложили ввести новый формат ВГОСа, цифровой формат. Вместо формального документа можно создать программно-аппаратный комплекс. И его регламентация будет вестись при общей координации Минобрнауки России, а в этом аппаратном комплексе можно привязать учебные планы, компетенции, дисциплины, которые их обеспечивают, и таким образом как будто конструировать образовательные программы университетов с учетом опыта всех других образовательных организаций, которые готовят кадры по этому направлению, и с учетом требований работодателей, что очень важно. И если вот в таком комплексе будут сформированы программы, они не будут бумажными, и они не должны пересекаться с отраслевыми рамками квалификаций, профессиональными стандартами, корпоративными стандартами ключевых работодателей. Они должны их дополнять и, значит, ориентироваться на них при подготовке кадров. Поэтому нам кажется, что сегодня пришло такое время. Сегодня так или иначе об этом каждый выступающий говорил. И уже есть суперсервис «Поступи в ВУЗ онлайн», который своевременно и актуально информирует студентов о условиях поступления. Поэтому, если можно, вот в рамках цифровых ГОС и программ совместить эти два сервиса. Спасибо, Владимир Владимирович, за предоставленное слово. Спасибо. Валерий Николаевич, как вы относитесь к этим цифровым форматам? Да, спасибо, Владимир Владимирович. По постановке вопроса правильно абсолютно, что надо не только менять ГОСы, но и систему работы с ними, чтобы они у нас не менялись по 3-4 года. И именно такую логику и такое регулирование мы закладываем в рамках новой модели высшего образования. ВГОС должен быть гибким, меняться быстро, но при этом, что очень важно, тут надо разумный баланс соблюдать между интересами государства и, там, скажем, потребностями или взглядом отдельного конкретного университета. Потому что качество образования – это ответственность государства. А что касается цифрового предложения перевести в цифровой формат, мы поддерживаем, и детали с Еленой Владимировной обязательно обсудим. Ну, это стандарт современной жизни, и, конечно, это позволит нам больше соответствовать интересам работодателей. Спасибо. Ну, вот это самое главное. Спасибо. И очень надеюсь на то, что Елене Владимировне удастся все, о чем она говорила, реализовать в Сириусе, но в Сириусе созданы все-таки уникальные условия, а если говорить пошире, то, конечно, нужно сделать все для того, чтобы вот предлагаемые инновации распространялись по территории Российской Федерации, по субъектам Российской Федерации как можно шире. Пожалуйста, коллеги, если есть необходимость и желание у кого-то высказаться дополнительно, прошу. Я одну минуту, можно? Одну минуту выступить. Можно, Владимирович? Да, пожалуйста, прошу вас. Можно? Значит, я коротко. Есть классические университеты, они ведущие. Московский, Санкт-Петербургский, Воронежский и так далее.
в них сосредоточен, значительно, если сказать, больший потенциал всей высшей школы. Например, в Московском университете 300 академиков работает. И вот эти классические университеты фактически сейчас, я употреблю такое слово, как бы вне подготовки инженерных кадров. И поэтому 20 лет назад мы создали 4 инженерных факультета в Московском университете. Это факультет биоинженерии и биоинформатики, факультет биотехнологий, факультет наук о материалах и факультет физико-химической инженерии. Казалось бы, классический университет создает инженерные факультеты. Но они оказались самыми популярными, там просто конкурс до 40 человек на место. И они готовят специалистов, которые как раз нужны будущей инженерии. Это биотехнологии, биоинженерия, это нано, квантовые технологии и так далее. В этом будет вопрос в будущем. И тем не менее в дипломах они пишут там биолог, физик, биофизик. Мы сделали предложение, оно написано нами уже обращение, и оно находится на рассмотрении, создать новое направление фундаментальная инженерия. Это направление как бы должно охватывать вот те направления в классических университетах в том числе, которые бы готовили по данным направлениям. Причем контрольные цифры приема надо бы учесть при распределении в эти сильные классические университеты. Мы выиграли передовой инженерной школы, Московский университет, и она работает с основными компаниями, с Ростехом, Уралхимом, Фармеко. То есть это как раз будущее подготовки современных будущих инженеров. Хотел бы это предложение сделать. Второе. Я математик. И в этом году был впервые по нашему предложению проведен праздник День математики. И все школы России его отмечали. И 100 вузов отмечали специальные программы в этот день. Я бы предложил, Владимир, чтобы этот день вот с помощью бизнеса, будущих работодателей, набирал обороты и использовать этот день для пропаганды вот именно фундаментального образования, математики и поддержки учителя математики в школе. В этом во многом стоит вопрос. Учитель математики в школе. Я бы предложил уже введенный правительством праздник День математики использовать вот не просто как праздник, а для эффективной работы по поддержке учителей математики. И третье. Так называемая бесшовная подготовка. Такое слово мало употребляется, но речь идет о школе, в высшем учебном заведении или техническом заведении и работодателе. У нас есть примеры таких бесшовных учреждений подготовки. Например, университетская гимназия. Она готовит именно по этим принципам и работает совместно с Росатомом, Роснефтью, Сибуром. Таким образом, уже школьник знает свою будущую траекторию и знает свою будущую работу. Второй пример – это школа-интернат Московского университета. Вот одна школа приготовила 2000 кандидатов наук и 300 докторов наук, 19 академиков. Одна школа. Конечно, она должна представлять интерес для будущего работодателя, для крупного бизнеса. Увы, многие выпускники этой школы не остаются у нас. Поэтому мне кажется, что надо по стране сделать такую ревизию и вот эту вот бесшовную подготовку, особенно ведущих школ, как бы особо подчеркнуть. И, конечно, я как пример хочу привести очень удачный проект Сарова, когда в Сарове классический университет создал филиал, фактически это уже университет, наращивает потенциал, и аспирантуры и других. И такие примеры с помощью Росатома, такие примеры, безусловно, надо поддерживать. Я хотел бы эти предложения добавить. Спасибо. Спасибо большое, Виктор Анатольевич. Я просил бы Валерия Николаевича тогда обратить внимание на предложения, связанные с фундаментальной инженерией, то, что ректор предложил, просто продумать, как это реализовать. Ничего здесь, мне кажется, сложного, это чисто административный вопрос. Теперь, что касается Дня математика или Дня математики, конечно, я прошу администрацию президента продумать тогда и сделать соответствующие предложения. Если уж мы говорим о возрастающей роли математики сегодня,
хотя она всегда была важна, то уж вот это точно мы можем сделать и использовать это для пропаганды в самом лучшем смысле этого слова, математических знаний и вообще этой дисциплины. Ну и бесшовная подготовка, и школа при университете. Здесь нужно всем подумать, и правительству, и администрации, по сопровождению выпускников этой школы, по их трудоустройству в будущем. Что же нам терять хороших специалистов? Это вообще неправильно, а в сегодняшних условиях нелепо просто. Обязательно позанимаемся этим. Хорошо, спасибо. Что-то еще? Владимир Владимирович, можно сказать слово? Владимир Да, Владимирович. прошу вас. Да, прошу вас. Да. Вы знаете, я хотел бы обратить внимание на одно обстоятельство. Сегодня появляются новые технологии. Например, вот мы говорим о природоподобных технологиях, а они реально действуют. Это аддитивные технологии. Мы до этого сегодня любую деталь изготавливали очень простым образом. Плавляем слиток большой, потом от этого слитка все отрезаем и изготавливаем маленькую деталь. А сегодня деталь изготавливается выращиванием из порошка размером 30 микрон. Вот аддитивные технологии, например, сегодня мы входим в число стран, 5 стран, которые имеют полный цикл создания газотурбинных двигателей. Одной из важных частей является лопатка этого двигателя, которая крутится с огромной скоростью при высокой температуре. Так вот сейчас комплект лопаток, скажем, для наших самолетов выращивается одновременно десятки штук вместо 6 месяцев изготовления за 10 дней. Но они выращиваются не отрезая от куска лишнее, а из 30-микронного порошка. Вопрос заключается в том, что совершенно другая инженерия и другой подход к этому. И фактически надо сделать так, чтобы новые образовательные программы создавались и включались параллельно и одновременно с новыми технологиями, а не потом, когда они возникли. Потому что, понимаете, когда вы отрезаете от куска, у детали одни качества, вам надо оценивать одно и при инженерных вещах, а когда вы ее выращиваете из мельчайших частиц, совсем другое. И это очень важная вещь. Вторая часть, например, выращивание целых деталей открывает новую бионическую инженерию. Вы можете проектировать вещи, которые вы в принципе изготовить не можете, а вырастить из порошка можете. Это совершенно новое направление. Вот я хотел обратить внимание на то, что образовательные программы надо, чтобы сейчас появлялись и сопровождали вот эти новые появления новых технологий одновременно, а не потом. Вот это вот первое. И второе, очень кратко. Я хочу обратить внимание на следующее. Вот сейчас заканчивается, она несколько месяцев была, крупная выставка Политехнического музея. У нас, кстати, один из самых древних, старых в мире и крупнейший по коллекциям Политехнический музей, который, к сожалению, еще не до конца здесь отремонтирован. Так вот, мы организовали выставку в Манеже в Петербурге. Там в течение нескольких месяцев полный аншлаг. И что очень важно, там все люди всех возрастов, и родители, и дети, бабушки с дедушкой, но огромное количество детей и молодежи. Их оттащить оттуда нельзя, просто поразительно. Я вот сейчас просто нет времени, могу почитать, что они пишут. То есть интерес к технической части, к нашим достижениям, к тому, что мы были первые в огромном количестве направлений, просто огромен. И это тоже колоссальный потенциал для притока людей на естественно-научные дисциплины. Ну вот, собственно говоря, вот хотел обратить внимание на эти два обстоятельства. Спасибо, Михаил. Спасибо. Спасибо большое. Ну что, будем заканчивать. Хочу всех поблагодарить за сегодняшнюю совместную работу, за содержательную дискуссию. Очевидно, что многие из прозвучавших сегодня предложений невозможно реализовать силами отдельных министерств. Важна солидарная работа всего правительства с обязательным участием профессионального сообщества, регионов и бизнеса, на что, считаю, необходимо обратить особое внимание. Первое. Основа для технологического лидерства страны формируется, конечно, прежде всего учителем. А это значит, что нужно серьезно повышать требования к поступающим в педагогические вузы, абитуриенты, по таким направлениям, как математика, физика, биология, химия. В целом добиваться высокого уровня педагогической и предметной подготовки будущих учителей. Как вы знаете, в программы классических университетов сейчас внедряются педагогические модули. Я согласен с предложением ввести такие же курсы уже с 2026 года во всех технических вузах, чтобы будущие математики, физики, инженеры при желании и на
бесплатной основе могли дополнительно освоить профессию преподавателя, учителя. При этом для таких студентов необходимо предусмотреть выплату повышенных академических стипендий. Крайне важно укреплять интерес школьников к науке и инженерной деятельности, поддерживать такие инициативы научного и профессионального сообщества общественных организаций, в том числе самого массового молодежного движения первых. Коллеги сегодня рассказывали, поделились своими предложениями, нужно оказать им необходимое содействие. Второе. Прошу правительства обновить 5-летний прогноз потребностей в экономике в кадрах. Я так мазком только сказал об этом. Нужно внимательно разобраться в этом вопросе и в обязательном порядке учесть наши планы по повышению производительности труда и роботизации. И, безусловно, задача нацпроектов технологического лидерства, программ государства и бизнеса, направленных на пространственное развитие страны. Каждое мероприятие этих важнейших документов нужно обеспечить кадрами. А значит, четкие задачи должны быть поставлены перед конкретными колледжами, университетами, вузами в целом. С участием Министерства труда и социального развития предстоит сформировать новую модель планирования объемов контрольных цифр приема. Заявки учреждения профессионального образования на бюджетные места должны быть обоснованы и поддержаны регионами и ключевыми работодателями. А если вуз или колледж имеет высокие результаты по подготовке трудоустройства, я уже об этом тоже говорил, готовят кадры по конкретным технологическим направлениям нацпроектов, бюджетные места должны ему предоставляться в приоритетном порядке, в том числе на основе прямого государственного заказа. Третье. Прошу правительство принять исчерпывающий пакет решений, направленных на повышение качества платного приема в вузы. Уже в 2026 году провести его по новым правилам. Они должны исключить чрезмерный набор по специальностям, на которые отсутствует спрос со стороны экономики и рынка труда. Об этом мы уже неоднократно говорили. И тем более не допустить обучения по таким профессиям в непрофильных вузах и их филиалах. Но сейчас не буду вдаваться, это иногда просто некрасиво выглядит, если честно сказать. И очень низкий уровень и качество подготовки специалистов, которые в конечном-то итоге и не нужны никому. Согласен с предложениями Валерия Николаевича Фалькова. Речь о том, чтобы льготные образовательные кредиты по субсидируемой из федерального бюджета ставке 3% предоставлялись только по приоритетным для государства направлениям подготовки и специальности. Такое решение должно быть, безусловно, принято. Далее. Мы сегодня много говорили об опыте ведущих университетов и корпоративных образовательных центров. Все лучшие практики нужно обязательно обобщить, чтобы передовые знания и методики были доступны преподавателям других технических вузов и факультетов, их студентам и аспирантам. И в этой связи считаю необходимым разработать эталонные учебные программы по инженерным специальностям, обеспечить обмен между учреждениями образования и лучшими лекциями по фундаментальным специальным дисциплинам. То есть речь о том, чтобы создать своего рода интеллектуальный фонд России в области инженерного образования. В целом в этой сфере нельзя действовать в разнобой. Я согласен с теми, кто говорил о том, что нужно объединять усилия, формировать такую среду, в которой постоянное развитие будет нормой и жизненной необходимостью для каждого студента и специалиста. А соответствующие возможности для этого нам с вами нужно создавать. В том числе надо выстраивать систему стажировок в реальном секторе экономики. Тоже и я, и коллеги об этом сегодня многократно говорили. Организовывать по всей стране специальные площадки, чтобы у инженеров, специалистов, практиков была возможность встречаться, находить пути для решения сложных технологических задач. И, безусловно, следует в полной мере использовать ресурс дополнительного профессионального образования для преодоления дефицита инженерных кадров. Предстоит создать целостную систему повышения квалификации не только инженерно-технических специалистов, но и преподавателей специальных дисциплин.
Делать это на базе вузов, колледжей, а также корпоративных университетов и отраслевых центров. Хотел бы подчеркнуть, назвал только несколько направлений предстоящей работы. Прошу коллег из администрации президента отработать все прозвучавшие сегодня предложения и в ближайшие 2 недели сформировать исчерпывающий перечень поручений. И еще у нас на 20 числа февраля намечен форум будущих технологий. Он будет посвящен такой важной сквозной теме, как химия и новые материалы. Обязательно еще раз предметно вернемся и к вопросам подготовки кадров. Хочу всех вас поблагодарить за участие, за прозвучавшие предложения. Как здесь вот Михаил Михайлович предложил, уж это точно в сфере подготовки кадров нужно эти кадры выращивать, применяя все современные средства для достижения конечного результата. Спасибо большое, всего доброго.